Всем привет! 4 сентября вышел Hollow Knight Silksong, и мы наконец-то можем в него поиграть. И это обзор по первым 2 часам. Поехали! Сейчас можно замедлиться, и первое, что хочу сказать, 4 сентября я не смог купить игру, потому что Steam упал. И вот я проснулся в 6 утра, чтобы сделать видос, и я его делаю. Первое, что я хочу сказать, Хорнет умеет говорить, и ее слышно. Это, наверное, ее главное отделение от полого рыцаря. Также только что могли заметить то, что там написано акт 1, и я не доходил до второго, но, возможно, игра разделена на акт. Игра хоть и похожа на полого рыцаря, но ощущается в душе, наверное, по-другому. Для меня полый рыцарь намного по-другому ощущался, и это круто. Hollow Knight Silksong ощущается тоже прекрасно, и я вам реально советую в нее поиграть. Хорошая игра, но к этому мы вернемся чуть позже, когда я буду говорить о итогах. Тут я хочу отметить то, что я проходил Hollow Knight, примерно немного капельку года 2-3 назад, поэтому я не особо его помню, но в принципе что-то о нем сказать могу. Как вы также могли заметить по видео, здесь появились прыжки Хорнет из Hollow Knight, где она подпрыгивает, а потом летит вниз с помощью клинка. И это довольно полезно, даже на боссах очень полезно, но чуть позже. Также хочу отметить, что я встретил довольно много NPC. Я могу разговаривать с NPC, и я разговаривал с NPC. Хорнет говорит с ними, что-то им отвечает. Также хочу отметить очень сильное отличие такое, что если ты не допрыгнул до платформы и потом нажимаешь рядом с платформой прыжок, то Хорнет на нее забирается. И это довольно часто используется в паркуре в игре. Я это очень сильно заметил. У меня вначале абсолютно не получалось, но потом я понял. Вместо амулетов в игре так называемые инструменты. Это, считай, амулеты, но под другим названием, и вначале тебе доступно только лишь одно место для амулета. К этому же хочу еще сказать то, что магия выставляется отдельно, то есть она... Есть вот заклинание такое, которое типа бросок копья вместе с шелком. И вот его надо выставлять в разделе с этими... с инструментами. Завязка сюжета в том, что Хорнет похитили, и она отправляется в Цитадель узнавать, зачем ее похитили. Главное из сюжетного, что было в самой игре, это катсцена, которую вы видите прямо сейчас на экране. За 2 часа игры мне встретилось довольно много персонажей, и мне встретилось 2 деревни, скорее лагеря этих, да. Я из всех запомнил, наверное, лагерь Блох. Еще был прикольный, я не знаю, это мальчик или девочка, которая, буду называть девочкой, которая, она пела песенку, чтобы ей открылась дверь, мы открыли дверь, и она сказала, песенка помогла. Весело. Про задание я мало чего могу сказать, я не выполнил ни одного, но пока что мне нравится эта механика, довольно выглядит интересно. Мы помогаем людям, не людям, а жукам. К примеру, я нашел одну блоху. Да. В итоге я хочу сказать то, что игра мне пока что нравится за эти 2 часа. То есть точно не рефанд. И, прикольно. Что, советую вам поиграть. Если вам не нравится то, что она не так выглядит. Она выглядит как Hollow Knight, но, возможно, не до конца чувствуется, как он окончательно, то, он достаточно чувствуется, как Hollow Knight. Но и выглядит как прикольная отдельная игра. Что могу сказать? Советую всем поиграть. Это довольно интересно. Пишите в комментариях, понравился ли вам ролик. Я старался, делал как можно скорее. Лучше, конечно, он вышел бы часов 8 назад, но как получилось, так получилось.
Подписывайтесь, ставьте лайки, пожалуйста, поставьте лайки. Лучше всего напишите комментарий, чтобы ролик продвинулся. Ну, всем пока.